Всем привет! Продолжаем съемки с острова Ладе. Мы за один день уже столько видосов запилили. Ну, просто реально впечатлений целая куча. И вот мы продолжаем здесь изучать остров. И на самом деле тут куча всего интересного. Вот такие домики. Это мы уже остров обошли, я не знаю сколько раз, вдоль и поперек. Вот такая красотень. А, это мы вышли уже с обратной стороны. Мы его обошли по кругу. И вот это крайние домики, оказывается. В общем, дело к ужину. Скоро мы пойдем на ужин. Посмотрим, чем нас тут накормят. Ну, вот такой ландшафтик тут вполне зачетный. Такие туйки, можжевельнички, кстати. Вот такие домики. Мы еще не все их обошли. Детская площадка. Ну, все так облагорожено, кстати, очень симпатично. Вот курсы по скалолазанию. Сколько это удовольствие стоит? 6 рублей. Это за какой промежуток времени? Один раз залезть, слезть или как? Залезть полностью, пройти веревочный городок, спуститься по навеске и подняться. Ага, Да. 6 рублей. Прикольно. 3 попытки, чтобы залезть на этом. С первого раза все залазят или нет? Что еще раз? С первого раза все залазят или нет? Ну, некоторые залазят с первого раза, некоторые со второго. Ясно, ну прикольно. С третьего. И в основном дети или взрослые? Взрослые тоже иногда приходят, но в основном дети. Ясно. Понял, спасибо. Ну что, друзья мои, сейчас мы идем на ужин, наконец-то. Оказывается, ужин уже полчаса идет, мы его чуть не проморгали. Завтрак, обед и ужин у них только в течение часа проходит. Поэтому, если немножечко проморгаешь вспышку, останешься голодным. Ну что, пришли на ужин. Вот нас уже ждет такой салатик. Я так понимаю, это для разминки только, да? Да. Ну, такой легкий салатик. Ну, тут перец, помидорка, огурчики я вижу. Типичный летний салатик такой. Угу. Оливочка. Да. Но это для разминки. Сейчас посмотрим, что еще принесли. Ну что, смотрим, что нам тут принесли. Это явно рыба. Да, это рыба в сухариках, пюрешечка, листичек и кукурузинка. Ну все. Сейчас запробуем. Легкий зачет. Нормально. Кек, наверное, да? На что ли? На минтай похоже. Нет, я не знаю, что это. Ну и пюрешка как была в обед. Ну, мне то же самое принесли. Ну, для Пюре. ужина нормально. Ну да. Ну такой вот пюрешка, это, знаешь, воспоминания о столовке. Вот что-то такое. Ну вкусно. Реально Ну, вкусно. по-домашнему, да? Да, по-домашнему так. Интересно. Детство вспоминается, как в детском садике в Перми. Вот примерно оттуда. Ну вот барчик тут еще такой. Можно что-то и покрепче себе заказать. И десерты по рубль 80 вот эти. И пирожки по рубль 50. Так что, в принципе, ну, это уже не входит в комплексный обед, это уже за отдельную оплату. Поэтому, если у кого-то есть желание, можно, в принципе, докупить. Ну что, ужин был вполне себе. Я, честно говоря, ожидал худшего. Ну, честно говоря, все радует. Но еда здесь такая, скажем, такой детсадовский, санаторский такой, советский. Ну, если честно, для меня, мне нравится. Может, кому-то не очень зайдет. Да, конечно, это не египетский all-inclusive, но, блин, ну, вполне санаторская еда. Полезная к тому же, да. Она такая именно диетическая, я бы сказал. И вот сейчас, чтобы завязать жирочек, мы спустились к пляжу опять. Только идем к лодочной станции. Посмотрим катамараны. И, кстати, спросим, сколько они стоят. Вот такие лодочки. И такие катамаранчики. Такой катерочек. Он, кстати, экскурсионный. Я думаю, может он так. Как ты думаешь, он экскурсионный или... А кто тут заведует? Заведует чем? Катамаранами. На барчик подойти. А, и понял, вам всё спасибо. объяснят. Спасибо. Или в администрации. Чуваки с пивом сказали, что они не заведуют этим.
потому что они с пивом. Надо идти куда-то на барчик, спрашивать цены. Ну, уже никуда не пойдем, я просто думаю уже попутно поинтересоваться, сколько это удовольствие стоит. Так что сейчас просто пойдем прогуляемся, потому что спать как бы рано, мы сюда не спать приехали. Сейчас вечерком еще включат подсветку, мы еще прогуляемся, посмотрим, как здесь вечером. Вот наши домики эти. Эконом. И каких шале. И здесь такой еще отдельный спуск на воду. Сейчас я посмотрю, как тут оно, насколько здесь можно купаться, когда спускаешься. Вон народ шашлычки жарит. А здесь, наверное, все-таки для рыбалки. Это явно не для купания. Ну, сейчас посмотрим. Мостик, но довольно устойчивый. Не, наверное, можно и купаться. А может и нет. Кстати, доска в сторону ушла. Можно и провалиться явно. А вон там тоже еще один мостик. Короче, их тут несколько мостиков таких. А вон и уже некоторые сложенные. Короче, их было много, уже половина прогнили. Я думаю, эти уже тоже отживают свое. И, кстати, вот, получается, мы на острове, а тут еще один какой-то остров. Слушайте, прикольно, мне нравится. Вот сюда еще не спускался. И такой вечерний закат. Если бы, конечно, было не облачно, а ясно, закат мы бы более яркий увидели. Ну, расскажи, как тебе тут? Как домик вот? Домик, ну, домик так себе. Эконом есть эконом, но других вариантов просто не было. Я хотел какой-нибудь, какой там, классик или как? Нет, люкс был. Ну, люкс он какой-то там, есть люксы, они есть слишком дорогие, ну, там вообще не объективная цена. Есть более-менее средняя цена, это стандарт. Вот. Я хотел стандарт. Там получается дом, и он разделен на две комнатки такие. Комнатки серьезные такие. Если, может, завтра получится, мы с администрацией поговорили, может, даже удастся их заснять. Ну, там разница была, этот сколько, 65 рублей за сутки, да? Но это без питания. Да, а тот 80 там что-то стоил. Ну, я бы лучше в тот пошел. Ну, не было. Ну, и в итоге мы за этот сколько заплатили? 120? 106 рублей. 106 мы рублей. заплатили за сутки на двоих. Да, ну, с нас питанием. обязали взять с питанием полностью, завтрак, обед и ужин. А там та цена была только с завтраками. Ну, с другой стороны, еда здесь, кстати, неплохая. И получается, мы переплачиваем сколько там? 40... Мы не переплачиваем, потому что питание... Ну, за еду мы доплатили 40 с копейками рублей. На двоих человек это не деньги, я считаю. За завтрак, обед и ужин 40 рублей, ну это копейки. Тем более еда на убой. Поэтому сам домик, ну так себе, ну как ты говоришь, банька. Ну банька-банька, да. Что-то есть, ну Да, вот перекантоваться, печка стоит, да, вот. Ну самое смешное, мы что сюда ездили, приехали, чтобы не в апартаментах сидеть. Мы с тобой приехали на природу. Да, мы в мини-зоопарк уже сходили. Да, и вот на пляжике побыли на одном, и на дальнем пляже, на Диком, побыли на втором. И почему-то про него особо мало кто знает. Мы случайно... Я знал, что он где-то есть, и мы вот по зоопарку походили, и вот так весь остров вокруг обошли, и мы нарвались как раз на этот пляж. Такой он обрывистый, такой интересный. Вот он самый интересный по мне. И вот я думаю, мы как раз там и будем залипать. Ну, заход там песчаный. Мы случайно его нашли, и хотя холодно, не купались, но я как бы разулся, пошел прогулялся. И водичка супер, и мы там залипли, сколько, 4 часа или сколько мы там сидели? Ну да. Ну, долго сидели. Вот реально вот я почувствовал отдых. Там еще В общем, прикольно. что я хотел, я получил, ну, даже немножко приятно удивлен. Потому что ожидал немного похуже. Потому что цены, ну, как-то на отдых в Беларуси какие-то тяжковатые. Мы смотрели похожее тоже есть, шале, эконом какие-то. Но там удобства на улице какие-то, там дырка в полу и так далее. Здесь канализации, здесь Да, нормально. цены, да. Ну, в этом плане облагорожено. Туалет, душ. Цена такая да. же, кстати. Поэтому, ну, более выигрышно, да. Поэтому вполне нормально. Ну, мы только буквально полдня здесь, поэтому еще все будет впереди. Еще посмотрим, поснимаем. Самое интересное впереди.
День подошел к завершению. В принципе, мы уже остров весь оббежали. Но завтра поподробнее, наверное, еще походим, поснимаем. Явно мы много чего пропустили. Потому что мы буквально первый день. Все, всем удачи, пока. Подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.